Старинный замок стоит заброшенным уже почти 5 лет. Несмотря на это, его стены скрывают не только сохранившиеся интерьеры удивительной красоты, но и невероятную в своей глупости историю жадности, которая в итоге может погубить это потрясающее место. Я покажу архитектуру и убранство, поражавшие гостей замка своим великолепием, и расскажу, как шикарный замок оказался заброшенным. Но отправимся мы туда нежеланными гостями, а вы увидите настоящие сталкерские будни, обычно остающиеся за кадром. На территории старой флигели, уже изрядно поросшие паутиной. А вот это и есть цель моего сегодняшнего путешествия. Настоящий дворец, где до недавнего времени располагался ресторан и гостиница. Всем привет! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Steppenwolf. В этот раз объектом нашего интереса стал настоящий дворец, который, вопреки всем перипетиям, произошедшим в мировой и сербской истории за последний век, а в следующем 2025 году он отметит вековой юбилей с момента завершения строительства, сохранил свой изначальный архитектурный облик и даже значительную часть роскошных интерьеров. Кроме того, от начала строительства и до наших дней дворец скрывает немало тайн, завесу которых я постараюсь приоткрыть в этом видео. Строили этот роскошный замок для помещика, выходца из знаменитого сербского рода. И сама история строительства является одной из тайн дворца. Впрочем, обо всем по порядку. А пока наша главная задача найти... Нет, не вход, а способ, как попасть внутрь. Поскольку за дворцом следят, все входы и окна надежно закрыты. И нам предстоит обследовать все здание снаружи, чтобы обнаружить, или придумать способ проникновения внутрь. И вот мы уже внутри. Это был главный вход. А здесь за грозной надписью «Не пролази» похоже скрывается кухня. Так и есть. Оборудование все вывезли. Только шкафы. Здесь была раздевалка для поваров. И здесь находилось оборудование, кухонное оборудование, но сейчас уже все вывезли. Смотрите, какие мощные трубы здесь проходят. И вытяжка. Все это расположено в старинном дворце. Инстаграм-блогер за работой. А здесь находился ресторан. Но надо сказать, что зал очень маленький. Я думаю, что главные сюрпризы, надеюсь, приятные, нас ждут еще впереди. Барная стойка и в красивых рамках объявления, время работы ресторана. А здесь гербы этого замка. Обратите внимание, какая старинная мебель. Мне кажется, это все оригинальное. По крайней мере, этому уже, как минимум больше 70-80 лет. Давайте выходить уже в сам замок. В последние годы в замке располагалась гостиница. А это, как я понимаю, были номера. К тебе можно? Старые интерьеры здесь перемежаются с современными, стилизованными под старину, которыми и обставлены более дешевые номера. И
здесь же подъем на башню. Мы туда, наверное, отправимся чуть позже. Здесь была администрация. Обратите внимание, в здании есть электричество. Посмотрите, какие шикарные интерьеры. А вот то, что я говорил как раз про электричество в здании. Это уже был номерной фонд, и здесь располагается номер 1. Шикарные интерьеры. И это прям люксовая ванная. Интересно, есть ли здесь вода. Да, воды нет, но, очевидно, она перекрыта в подвале. Вот это да! Вот это роскошь! Вот это интерьеры! Я бы не отказался пожить в таком номере. Вы только посмотрите. Вот это да! Тем временем мы изучили лишь малую часть первого этажа, и самые интересные находки нас ждали впереди. А это было служебное помещение. Кстати, смотрим на календарик, и в 2019 году тут все еще работало. А это местный интернет и телефонная станция. Смотрите, какая красота. Витражные двери. Это, кстати, был парадный вход. Непосредственно рядом со входом находится гардероб. И еще один шикарный зал, ребята. Еще один просто шикарный зал. Это, конечно, просто что-то. Просто шикарное место. Пойдемте дальше изучать залы и дивиться тому, что мы здесь можем увидеть. Здесь каждая деталь интерьера играет на общую картину. Какие старинные шкафы. Тут же в этих старинных шкафах находятся старые фотографии, книги. Вся мебель в каждом зале соответствует идее интерьера. Подходят портьеры, обивка кресел. Просто великолепно. Посмотрите, какая инкрустация. Забавно, тут кто-то производил какие-то расчеты на бумаге и старые тетради. 3 гроша, 5 грошей. Какие-то записи непонятно каких годов. Реально прикасаешься к прошлому. Кто когда чертил все это? А тут расчеты, похоже, за ремонт. Очень похоже на то. То есть здесь делались какие-то расчеты по ремонту. Возможно, даже каких-то из этих помещений. Только посмотрите, какая красота. Вот это да. После Второй мировой войны дворец был национализирован. Среди местных тогда ходили слухи, что несметные богатства, скрытые в замке, шикарная мебель, картины известных мастеров, украшения и даже ковры и дорогие люстры – все в одночасье было вывезено в неизвестном направлении. А в опустевшем здании первое время держали овец. Поэтому оригинальные полы и отделка стен на первом этаже были утрачены. Я сначала подумал, что это чей-то портрет, но на самом деле это просто репродукция, еще и очень сильно увеличенная.
но интерьеры просто внушают уважение. Там еще как минимум один этаж. Так, ну а тут, похоже, были номера. Абсолютно идентичные тому, что мы уже видели на первом этаже. Здесь уже чуть-чуть попросторнее номер на 3 человек. А тут можно и свет включить. Обалдеть. Работает освещение, но с водой, как я уже говорил, она просто перекрыта в подвале, как я понимаю. Давайте отправимся дальше, этажом выше. Посмотрим, что нас будет ждать здесь. На улице, кстати, уже закат. Здесь больше похоже на какие-то подсобные помещения. Во всяком случае, пока. Уже нету таких шикарных интерьеров. Тут, похоже, уже сидела администрация этого отеля. — 2020 год. Ну-ка, а тут 20 августа 2020 года. Еще одно помещение. И тут 2 устройства для проекции. К сожалению, забыл, как они называются. Буквально в одном из предыдущих видео, где показывал вам виллу президента Югославии, виллу Тита, буквально как раз там и встречал подобные приборы. Визитки. Похоже, что это был кабинет директора. Вполне возможно. И кубки, медали еще из старых времен. Кстати, эта усадьба была связана с конезаводством. Вот тоже необычная находка. Похоже, здесь какие-то подарки новогодние. Непонятно с каких времен сложены. И вот конные журналы. Как я только что говорил, что эта усадьба была связана с конезаводством. Интересно, что вся лестница уже в голубином помете. Тут, очевидно, мы тоже увидим очередной номер для гостей. О, понятно. Тут уже побили стекла. Зато посмотрите, какие витражи. А выше еще есть какие-то помещения. Мы, кстати, сейчас поднимаемся на башню. Смотрите, старинная винтовая лестница ведет наверх в саму башню. Хорошо, хоть немножко свежего воздуха с улицы. А тут, кажется, дождик был. Кстати, еще можно подняться на самый верх этой башни. Я думаю, что сейчас это плохая идея.
светиться перед всей округой. Мы снова возвращаемся на первый этаж, поскольку посмотрели там еще не все помещения, а мои коллеги решили устроить в одном из залов небольшую фотосессию. В наши дни тайн вокруг замка тоже хватает. Точнее, даже не тайн, а человеческой глупости и жадности. Вскоре после развала Югославии дворец был приватизирован. Новый собственник отреставрировал замок и другие строения, находящиеся на территории имения, и открыл отель с рестораном. И все было бы хорошо, но судьбу дворца круто изменила правовая коллизия. Первый хозяин замка не имел прямых наследников и завещал дворец Матице Сербской. Это такая общественная научно-просветительская организация, которая занимается сохранением и популяризацией сербской культуры, вопросами литературного языка и так далее. А в соответствии с сербскими законами официальные наследники имущества, бывшего в собственности до его национализации социалистической Югославии, имеют право претендовать на это наследство. В итоге сложилась ситуация, в результате которой и фирма, приватизировавшая дворец в полном соответствии с процедурой, и Матица Сербская, являющаяся законным наследником имущества, уже не один год ведут судебную тяжбу за право собственности над имением, расположенным на его территории замка. Вот уже другая гостиная. Здесь просто можно ходить и любоваться интерьерами. Вот реально. А вот рабочие моменты того, как проходят фотосессии. Первое решение суда было принято в пользу фирмы, владевшей этим уникальным наследием. Но Матица Сербская подала апелляцию, и в 2019 году собственник был вынужден освободить дворец до завершения судебного разбирательства. С того момента усадьба пустует и остается без надлежащего технического содержания. Заботу о сохранности комплекса возложили сейчас на муниципальные органы, на чьей территории находится дворец. Очень хочется надеяться на хороший финал этой истории и что замок не будет разворован и разрушен вандалами, пока длится судебное разбирательство. А посмотрите, еще один зал. Блин, как же это невообразимо. Невообразимо шикарно. Таких объектов я еще не припомню. Смотрите, какая отделка потолка. И огромные старинные столы на весь зал. Когда-то за такими столами собирались аристократы, а в еще более древние времена рыцари. Здесь прямо ощущается дух времени. На всех окнах были ставни, точнее есть ставни, и сейчас они закрыты, и это позволяет с меньшей опаской светить в зале, потому что, конечно, не хотелось бы быть замеченным никем снаружи. Первый пошел. Первый нах. Элегантно дернув ножкой. Главное в туалет не впасть. Задача, кстати, не из простых. Кстати говоря, тут и от стула толка мало будет.
Теперь задача была не только покинуть замок, но и желательно никого не встретить на территории. Так, если помочь, скажи. Стави кого я леву ногу на зид. Тяжело. Да. Горе изнад руку можешь пробуешь. Дай на другу руку. Да, на другу руку. Чекай, не може. Може. Само дай руку. Нек, іди. Дай. Я сад. Чекайте, не можу. Не можу. Не можу. Не. Гузу мало по мне. Человек с родио. О, прекрасно.